Экстренное обращение Москвы к Вашингтону. Трамп лично следит за войной Америки против хуситов и также наносит американский удар внутри штатов. В Казахстане у границы с Россией мощные взрывы, а в Беларуси поднята авиация. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Срыв переговоров. Москва готовится дать заднюю. У Путина уже меняют решение, что известно. Масштабные протесты. Президент готов к досрочным выборам. Как страны Европы охватила волна недовольства? Почему люди вышли на улицы? Взрывы в Казахстане и Беларуси, а новая война под личным контролем Трампа. Кто призвал американского президента остановиться? Детали. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Дерзкий украинский военный гамбит на территории России завершился так же, как и начался прошлым летом. Быстро. Об этом идет речь в публикации Wall Street Journal. Авторы материала уточняют, что большая часть украинских военных покинула территорию Курской области и осталась лишь в некоторых районах. Об этом накануне говорил и Зеленский. Мониторинговый канал Deep State демонстрирует, что под контролем ВСУ еще остается часть территорий, которые близки к границе. Западная пресса пишет, что Киев надеялся сохранить земли под Курском в качестве разменной монеты для будущих переговоров с Москвой, но украинские официальные лица приняли решение об отступлении для сохранения жизни солдат. Семимесячное наступление украинских войск стало неожиданностью для союзников своей решительностью и поставило Владимира Путина в неловкое положение. После попытки захватить Киев в 2022 году Путин сам оказался в роли загнанного. Впервые со времен Сталина российский лидер вынужден выбивать иностранную армию с собственной территории. Авторы материала также говорят о положительных и негативных последствиях для Украины. Например, критики этой операции уверены в том, что это была расточительная глупость. Потеряна часть лучших украинских войск и зарубежная техника. Вторая сторона считает, что ВСУ должны были попробовать подобный подход и нетипичную операцию. К тому же, как утверждают в Киеве, такая спецоперация выполнила свои задачи и как минимум предотвратила российское вторжение на Сумы летом 2024 года. Мы отошли на лучшие рубежи вдоль линии границы, на высоты поднялись за Суджу, южнее Суджи, это река Суджа. Высоты там превышение метров 50-70, Суджа где-то 140-150 метров по высоте над уровнем моря, а высоты рядом с Суджей где-то 220-230 метров. То есть плюсом 50-70 метров достаточно, чтобы удерживать любые наступательные порывы россиян с севера, с востока. Пытаются они с северо-запада зайти. То есть вдоль реки Локня, там есть еще такая маленькая речка, Переплюйка так называемая. Вот они вдоль реки Локни пытаются пробраться к трассе на Суджу. То есть зашли в новенькое, дальше движутся в сторону Басовки, дальше пойдут на Локню, населенный пункт, и попытаются выйти на трассу, именно саму трассу, которая питала суджинский гарнизон. А в принципе сейчас она также запитывает наш гарнизон, который расположился южнее Суджи. Москва готовится к срыву переговоров о прекращении огня в Украине на 30 дней. Для этого Кремль готовится усилить нарратив о якобы военных преступлениях ВСУ на территории Курской области. Дискредитация должна повлиять на поддержку Запада и задержать или же вовсе сорвать даже обсуждение режима прекращения огня. К такому выводу пришли аналитики Американского института изучения войны. Они акцентируют внимание на участившихся и практически одинаковых заявлениях, звучащих как от официальных лиц РФ, так и от подконтрольных Кремлю медиа. Российские госсми активно распространяют заявления кремлевских спикеров, включая в Рио губернатора Курской области Александра Хинштейна, который с момента начала украинского наступления в августе 2024 года обвиняет украинскую армию в военных преступлениях. Однако с февраля 2025 года эти усилия стали значительно более агрессивными. Все эти заявления не имеют доказательной базы.
Один из помощников Путина, Ушаков, уже говорит, что РФ воспринимает прекращение огня по-своему. Принимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях. И в этой ситуации можно воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным. Война не закончится, пока не будет восстановлен Советский Союз. Таковы цели Путина. О них пишет британский полковник в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Хэмиш де Бреттон-Гордон для The Telegraph. По его мнению, Москва добивается того, чтобы НАТО вернулась к границам 1997 года, а страны Балтии, Финляндия и Швеция вышли из Альянса. Кроме того, цель Путина – захват всей Украины и ее присоединение к РФ, считает британский полковник. США и Россия провели телефонные переговоры. Глава МИД РФ Лавров созвонился с госсекретарем Марко Рубио. Госдеп США заявляет, что Америка поставила Россию в известность о военных операциях Штатов против хуситов, которые поддерживаются Ираном и атакуют американские суда в Красном море. В Вашингтоне также заявляют, что работают над восстановлением отношений с Москвой. Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению контактов между Соединенными Штатами и Россией. В Москве же заявляют, Рубио сам позвонил Лаврову и был инициатором разговора. В российском Министерстве иностранных дел также подтвердили, что обсуждалось возобновление контактов с США. Но в официальном сообщении удивляет другое. Лавров, который является главой МИД страны, которая ведет агрессивную войну против Украины, отреагировал на информацию Рубио о военной операции США против хуситов и, внимание, призвал к прекращению огня. Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы всеми сторонами, важность для них вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие. Как вам такие заявления, звучащие из уст Лаврова? Поделитесь своими мыслями в комментариях под этим видео. А я напомню, что Марко Рубио находится под персональными санкциями Москвы. Ему, например, запрещено летать в Россию. Трамп, желающий получить Нобелевскую премию мира, лично наблюдал за тем, как американские самолеты наносили удары по Йемену. Компанию ему составили его советники. За ночь американские войска атаковали военные объекты в нескольких городах. Удары могут продлиться еще несколько недель. Начало войны против хуситов, как ранее рассказывала команда Нехта, Трамп оправдал нападениями вооруженных группировок на суда в Красном море, там, где находится один из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и топлива. В Белом доме заявили, что время террористов-хуситов истекло, и что им лучше прекратить свои атаки, иначе их ждут муки, которых они ранее не испытывали. Это слова Трампа. Утром 16 марта появились первые кадры из Йемена. Люди разбирают завалы и обвиняют Америку в нападении на гражданских. Трамп нанес еще один американский удар уже по объектам внутри США и далеко за их пределами. Его действия уже называют ударом по свободе слова. В Белом доме заявили, что американские налогоплательщики больше не попадутся на крючок радикальной пропаганды. И именно поэтому США прекращает финансирование вещателя «Голоса Америки», который впервые за 83 года из-за действий новой администрации замолчал. В Белом доме представили целый ряд причин, по которым закрыли рот «Голосу Америки». Администрация республиканца недовольна тем, что некоторые сотрудники в своих соцсетях выступали против Трампа, неэффективно распределяли средства. Руководство «Голоса Америки» просило сотрудников не называть Хамас и его членов террористами, за исключением случаев, когда они цитируют заявление. И это лишь несколько претензий из большого списка, который был опубликован Белым домом. Большое количество негативной энергии и гнева, которые направлены против власти, рассмотрел в масштабных протестах президент Сербии. Именно так он отреагировал на очередные, но многотысячные митинги по всей стране. Однако их центром стал Белград.
И я горжусь тем, что 99 протестующих студентов не хотели инцидентов. Я не очень хорошо отношусь к тем, кто нарушает гарантированную Конституцией свободу передвижения. Я не очень хорошо отношусь ко всем их политическим акциям и прочему, но я доволен, потому что понял, что эти молодые люди, почти все, не хотели участвовать ни в каком насилии или столкновениях. Вучич также заявил, что все, кто находится у власти, должны понять послание людей и измениться. Сам же президент Сербии признался, готов к новым выборам в ближайшие 3-4 месяца, если оппозиция этого потребует. Он считает, что выборы принесут ему еще более убедительную победу. Отмечу также, что столкновения с полицией все же были, об этом сообщали протестующие. В частности, сербские силовики могли использовать акустическое оружие против людей. Напомню, в Сербии не утихают протесты с осени прошлого года после обрушения бетонного навеса над входом в здание ЖД вокзала в городе Нови Сад. Тогда погибло 15 человек. Теперь протестующие требуют не только наказать ответственных, но и отправить в отставку власти страны. Люди считают, что причиной трагедии в том числе стала коррупция. Вучич и правительство должны уйти, потому что это 12 лет криминального грабежа, коррупции, всего плохого в Сербии. Может, какие-то инвестиции были, но инвестиции — это всего лишь прикрытие для воровства. А воровство продолжается уже 12 лет. В Сербии есть 20 миллиардеров, все благодаря коррупции за последние 10 лет. Масштабные взрывы прогремели в Казахстане без боевых действий и угрозы для жизни мирных. В этой стране Центральной Азии прошел санкционированный подрыв льда. Давняя и известная процедура, однако впечатляющая, благодаря кадрам, снятым с высоты птичьего полета. Итак, взрывы прогремели на реке Бухтарма в районе Алтая в северном Казахстане. Лед на ней подорвали для того, чтобы защитить людей и их дома от паводков. Во время весеннего ледохода в узких местах реки могут образовываться заторы, и как результат вода находит новые пути, часто врываясь при этом в частную собственность людей, которые живут недалеко. Происходит подтопление, а вот подрывы помогают расколоть лед, чтобы он быстрее ушел вниз по течению и не мешал воде. Согласитесь, красиво? Взрывы гремели и в Беларуси, танки открыли огонь, в небо была поднята авиация. Армия Лукашенко провела проверку боевой готовности. В Минске заявляют, что белорусы, которые находятся в войске, готовы дать адекватный ответ на угрозы. Какие именно, не уточняют. Об этом говорится в сюжете пропагандистского канала Лукашенко. Военные, подконтрольные режиму, открыто признаются, что получают опыт и знания от тех, кто участвовал в войне против украинцев. Для проверки боевой готовности ведомству министра обороны Хренина пришлось снять технику с хранения. Некоторые участвующие в этой проверке военные заявили, что испытывают особые чувства, так как рады, что удалось пострелять из танка. Это интересно, ощутить опять себя в танке, потому что на гражданке ты из танка нигде не выстрелишь. Наши машины отличные, все отработало штатно, сняли с хранения, никаких вопросов. Все, что должно гореть, горит, все, что должно моргать, моргает, все стреляет, все едет. Вообще никаких вопросов. Только заправлять и все. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.